Всем привет! Вот и до нас зима все же добралась. Сегодня ночью мороз опускался до 6 градусов, да и снежок задержался на несколько дней. Ну это не первый, уже выпадал несколько раз по ночам, но утром обычно растаивал от дождя. Походу осень уже окончательно ушла, а я не успел закончить все дела, которые я на нее задумал. И все из-за незапланированных поломок. Сначала комбайн во время уборочной вышел из строя, высыпался подшипник и потратил время на то, чтобы его отремонтировать. А теперь мотоблок и тоже скорее всего из-за подшипника. Аккурат сломался, когда ровно половину запахал тех земель, которые было задумано. Мотоблоком пока не буду заниматься. Не вижу смысла. Тот сёрник, который у меня есть, все равно им рады не дам. Видели же сами, ничего не получается. А делать что-то без хорошего инструмента, то это только время потеряешь. Тем более мне обещали дать получше. Ну а сейчас займусь другими делами, которых собралось немало. Заваленку, когда в доме сделал, так стало теплее, намного ощутимее. Так вот, думаю, и пчел тоже подготовить к наступлению холодов. Те два уля, которые у меня там стояли, уже перенес сюда, но все же в куче будет им потеплее. Да и заранее их изначально, как только пересадил, планировал сразу сюда ставить. Но только что прочитал, что можно передвигать вперед не больше, чем на полметра в день. Сначала так и делал, но потом перестал, так как заметил, что пчелы дня два после того, как передвинешь чуть-чуть, еще облетывают вокруг пули и сильно не работают. Начал потом раз в неделю подвигать на полметра, ну а когда семья стала большая, натаскали меда, ули стали тяжелые, то и оставил их на тех местах, докуда дотащил. Ну а сейчас они стали полегче, так перенес. Это уже не мой участок, вот как раз граница заканчивается. Идет так и так. Но в этот улей летом залетел мой рой, еще когда дед Митя был здесь. Он сказал, что не против, что я его заберу. Но сразу делать это не стал, так как уже было довольно поздно, а нужно рамки менять с вертикальных на горизонтальных. Боялся, что они не успеют их отстроить, мало времени было. Да и как раз сушила взятка на то время не было, решил оставить на весну. Ну а сейчас дед Митя уехал к дочери, так не знаю, вернется ли и смогу ли я их забрать. Но все равно так же не оставишь, жалко, пчелы погибнут. Так вот думаю утеплить их, чтобы сильно не мерзли. Я им пленочки слегка подкинул. А они здесь так языков уже нагнали. Рамок было немного. Поэтому особо их и было сложность переставить. Пчелки вон сидят, уже сразу и забеспокоились. Они же залетели в него, с-под крыши лазили. Я даже и отсюда и пластинку им поставил, чтобы слегка подлечить, потому что по-другому нельзя было. А внутрь особо не залезешь и не заглянешь, как у них дела. Потому что рамки плотно друг к другу стоят, и ничего не видно. А здесь вон вообще языков натянули. Ладно, надо по-быстрому, а то они уже забеспокоились. На воле прохладно на улице. Что-то пошли домой. Ну, моим пчелам подушки не нужно подкладывать и утеплять их, так как крыша у них довольно теплая. Я делал их изначально из 3-сантиметрового пенополистирола, такой же толщины, как и сами стенки.
Только что вот думаю, что у того надо магазины поснимать, чтобы крыши были поближе гнезда, так как у меня там раи, они еще такие слабенькие, занимают только пол угля, то будет им потеплее. Ну а воздуха им так хватит, так как боковое пространство пустые. Ну а этим уже оставлю крепким семьям, чтобы побольше воздуха было и было куда деваться углекислому газу. Изначально планировал поменять местами магазины с корпусами, чтобы гнездо повыше было, увеличить шахту и тепло меньше уходило. Я же там снизу ничего нету, только сплошная сетка, воздух свободно гуляет. Да и кирпич поэтому положил, так как в этих ульях у меня рамок немного, по бокам большое пространство. Когда был ураган, то он залетал вовнутрь и выдувал крышу у этих двух ульев. Ну и у того одного, где у меня пчел поменьше. Ну а сейчас подумал, что может и не стоит так делать. Скорее всего, пчелы хорошенько их прополисовали и без шума особо не отдерешь, только пчел будет беспокоить. Да и неудобно сейчас это делать одному. Если бы вдвоем, то один бы приподнимал корпус, а второй подставлял магазины и быстро бы получилось. А сейчас, если я один начну, это нужно снимать корпус, ставить магазин, ставить его обратно, плюс еще буду отдирать улья, нашумлю, то скорее всего пчелы повылетают, а таким холодом назад многие не вернутся, померзнут. Да и там могут переполошиться. Лучше уже оставлю так, как есть. Буду смотреть, что будет, то будет. На пленке немного изнутри вода сконденсировалась. Так не знаю, как они будут зимовать. Первый раз в таких ульях так делаю. Может быть, стоило половины оставить магазины для эксперимента, чтобы посмотреть, где лучше перезимуют. Ну, летом-то они себя в них хорошо, комфортно чувствовали, семьи быстро развивались. Ну, буду периодически похаживать к ним, наблюдать. Если что, можно будет что-то изменить. А еще вот заметил, надо что-то с птицами делать. Все же расклевывает улья. Довольно этот тонкий материал, которым обклеивал. И поддается он им. В следующих ульях, в следующей партии нужно будет учесть это и делать из более прочного материала. А сейчас не знаю, нужно что-то придумать, чтобы они его не клевали. По сути, пчелам-то они вряд ли что-то сделают, там же изнутри фанера, до них не доберутся, но только что попортят эстетический вид. А за зиму то могут и все улья так переклевать, потом придется переделывать. Продолжаю разбирать свой моtovлог. Уже 2 дня мучаюсь, чтобы маховик снять. Стандартный ключ, который шел в комплекте, сразу не выдержал, погнулся еще на этапе откручивания гайки. Пробовал небольшим съемником снимать, ну, наверное, видели в прошлой серии, так ничего не получилось, рады не дал небольшой. Уже и тяжелая артиллерия пошла в ход. Дали мне вот такой съемничек. Ну, немного неудобный, так как лапки довольно толстые, не было за что захватиться в маховике, так я пошел на небольшую хитрость. Засунул их в отверстие, которое в маховике, ну и застопорил с другой стороны подковами. Как раз были старые дедовы. Довольно-таки хороший металл, кованый, крепкий, выдержал. Тоже мучился с этим съемником, уже на пределе. Боялся, чтобы его не сломать, потому что чужой
Да и могло так что, да и сил уже не было. Уже и такой рычаг использовал, чтобы его крутануть не шло. Хоть и нагревал, нагрел до такой степени, что докрануться практически нельзя было до этого маховика. Но бесполезно. Дело в том, что и сам жевал тоже накрывался, потому что вплотную был с маховиком и тепло передавалось. Уже практически руки опустил. Вышел с гаража, там как раз снежок пошел. Так, думаю, попробую вал охладить. Приложил, подержал несколько минут. Еще раз нажал и удалось. Ах, все же снял. Еще даже не остыл. Но решил пока ту не трогать в сторону, а снял эту. И здесь сразу хорошо стало видно, как высыпался подшипник вон вверху. Нет шарочков, а все они скатились вниз. Хотя, по идее, смотрел везде, здесь должен быть роликовый подшипник. Не знаю, почему они шариковый сюда всунули. Да еще заметил такую штуку, что... Плохо фокусирует. Оп. Что при сборке нужно было метки, чтобы совпадали. Вот этот 0 был между вот этими двумя. Но почему-то у меня они стоят неправильно. Не знаю, так надо. Либо поэтому, может, он не так хорошо работал. Даже не знаю, как собирать по меткам. Или как есть. Коленвал легко вывалился. Я думал, будет тоже сопротивляться сильно. Ну, вроде поддался. Сейчас посмотрим. Разбирать не стал. И снимать противовесы тоже. Посмотрел, что они как раз по диаметру выходят. Вот он. Красавец. Ну, наконец-то. Все-таки я снял его. Предел только на 2 зуба, а третьим молоточком помогал. Ну, а осталось теперь найти такой. Только не знаю, буду искать, чтобы был с роликами, а не с шариками. Ну, а потом собрать это все обратно. Приехал в город в автомагазин в поисках подшипника. Ну, в наличии есть 26 рублей. Ну, точно такой же, как и стоял шариковый. Смысла его ставить, я думаю, нету, потому что, скорее всего, долго не проработает. Позвонил сейчас в магазин, где мотоблок покупал Кронос. Ну, тоже есть в наличии 20 рублей. Ну, точно такой же. Спросил про роликовый, сказали, нету, не ставит такой. Хотя, по идее, нужно было. Ну, если мотоблоком пользоваться только по ровной поверхности, то он бы долго прослужил. А в моих реалиях это нереально, так как когда рожь мотоблок уже наклоняется, а плюс с учетом наклона моего участка, то сила уже давит на подшипник не вертикально, а градусов под 45, а то и того больше. И пытается его уже вырвать изнутри из обоймы, что в принципе и произошло. Ну, придется теперь ждать недельку, пока привезут роликовый под заказ. Походу придется работы с оборкой того участка отложить уже до весны.
плохо видно, не знаю, может слышно вам или нет. Там на поле много гусей сидят и лебеди. Далековато, ближе подходишь, так они улетают. Еще не собираются лететь в Эрий. Походу, может, зима и не будет. Еще не скоро. Так, слегка снежок припорошил, раз птицы никуда не улетают. Может быть, еще и потеплеет. А бобры тоже, походу, не собираются зимовать. Вон какую себе домину отгрохали. Все пилят и пилят. Уже валят все, что под зубы попадаются. И толстые, и тонкие. И некоторые на дорогу закидывают. Скоро будет в деревню не заехать. Сейчас заезжал в двор, глянул на заваленку и подумалось мне, что ее-то за зиму птицы не разрывают, хоть под ней и жуков много живет всяких в листьях. Так может быть попробовать и улья мои замотать ей черной такой пленкой, то тоже не будут трогать. Как раз же был в городе, в строительно заезжал, но что-то не купил. Как говорится, хорошая мысля приходит после. Ну, в принципе, и голова была совсем другим забита. Пришло мне так называемое письмо счастья по месту регистрации. Сейчас переслали по вайберу. Походу записали меня в тунеядцы. Не знаю теперь, смеяться или плакать от такого письма. Теперь еще дополнительно хлопот прибавилось. Пойду читать этот 3-й декрет президента, изучать, что в нем написано.